Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья, это Владимир Белов. Спасибо, что подписались на мой канал. Если еще этого не сделали, обязательно подписывайтесь. Здесь будет очень интересно. И это программа «Обнимашки с диктаторами», передача о международной политике, где мы говорим о ней трезво, с современным глобалистским взглядом. Это не та конспирология и пропаганда, которую вы увидите и услышите в интернете и по телевизору. Смотрите нашу передачу, и сегодня мы говорим о теме, о стране, о которой прям вот с самого начала нашего выхода в эфир вы очень просили меня поговорить. Это Армения. Вы все прекрасно знаете, что 2 года назад там произошла, по сути дела, революция, сменилась власть. Вместо диктатуры одной партии пришло народное правительство по результатам свободных выборов, которые возглавил лидер протестов Никол Пашинян. И он проводил за эти годы в Армении достаточно серьезное преобразование. Вот мне наши зрители много писали с просьбой оценить итоги того, что там произошло. И действительно, вообще Армения заслуживает отдельного большого разговора. Ну, это сама по себе очень важная, яркая, интересная страна. Ну и, кроме всего прочего, нас, конечно, интересуют итоги вот этих всех преобразований. То есть, действительно, избавились от однопартийной диктатуры, перешли к более свободной стране и к власти, которая сменилась по результатам честных выборов, начали серьезные реформы. Вот получается или нет, что там вообще происходит. Вот, собственно, мы попытались достаточно объективно происходящее в Армении оценить. И я хотел для начала немножко попенять в целом Армении и тому, что там происходит, потому что, друзья, там реально очень важные события, но мы вот искали информацию к этому эфиру, информации невероятно мало. Когда, например, Михаил Саакашвили 15 лет назад пришел к власти в Грузии, то они просто заполонили там не только русскоязычное информационное пространство, но и англоязычное. То есть в мире на инглише можно было найти довольно много информации о том, что реально власти Грузии делают, какие реформы проводят и как это на экономических, социальных и прочих показателях страны сказывается. Информации по Армении довольно мало. Приходится выуживать какие-то крупицы в статистике, рыться там и так далее. И главным, там, возможно, одним из главных русскоязычных ресурсов является «Спутник Армения». Поэтому просьба вот ко всем армянам обратить внимание своей власти на вот это дело. Действительно, Пашинян делает сейчас в Республике Армения важные вещи, но какого-то хорошего анализа и яркой доступной статистики об этом не так много. И это серьезная проблема, потому что всегда реформаторам надо уметь продавать то, что вы делаете, чтобы люди это понимали, чтобы все видели, что если есть реальный прогресс, а он там, в общем, есть, да, чтобы люди видели, где и в каких критериях все это происходит. Вот, к сожалению, на эту тему есть определенный информационный дефицит. Мы чуть-чуть его сейчас восполним, но начать я хотел не с этого,
а просто напомнить вам о долгих годах борьбы Армении за свободу. Когда 2 года назад в Армении случилась вот эта народная революция, то у нас в России очень многие стали это воспринимать как такой легкий пример. Типа, ну вот видите, армяне вышли на улицы, все поменяли и все стало хорошо. Друзья, армянский народ далеко не один раз выходил на улицы. Это была очень долгая, жесткая, часто жестокая и кровавая борьба за освобождение от диктатуры одной партии, одного клана. Она продолжалась много лет. Вот давайте просто для начала вспомним все эти вехи важного пути в борьбе Армении за свободу. Прежде всего, вот надо сказать, что начались эти все проблемы вот примерно тогда же, как и в России. В 90-е Армения была достаточно свободной страной, хотя и, как и многие бывшие республики СССР, такой хаотически свободной, и устоявшиеся демократические институты часто не заработали, но, тем не менее, вот в начале нулевых годов армяне столкнулись примерно с тем же процессом, который происходил и в России. Пришел вот такой сильный лидер, это бывший президент Роберт Кочарян, который, по сути дела, начал очень быстро демократические институты демонтировать и устанавливать в Армении, по сути дела, однопартийную систему. Ярче всего вот это противостояние с собственным народом, наверное, проявилось на президентских выборах 2003 года, когда Кочарян баллотировался на второй срок и по итогам получил 2/3 голосов. Эти выборы были жесточайшим образом раскритикованы в мире за активное использование админресурса против конкурентов. И, по сути, честными и свободными эти выборы и эти 67% Кочаряна не были. По сути дела, это была примерно такая же схема сохранения у власти, как, в общем, использовал в России Владимир Путин. И тогда это вызвало, вот уже тогда в Армении проявились довольно серьезные протесты. Они продолжались долго, вот они известны как протесты 2003-2004 годов. И было видно, что большая часть армянского общества не готова с вот этим сползанием в новый авторитаризм смириться. Но, тем не менее, Кочаряну на втором сроке удалось провести такой довольно серьезный демонтаж демократических институтов. И вот в 2006 году он вместе с соратниками учредили республиканскую партию Армении, которая, по сути дела, стала такой армянской единой Россией. И, в общем, возглавила такую классическую однопартийную систему в стране. Кочарян, он отработал положенные 2 срока и, в общем, не собирался сдавать власть своей партии, своего клана. У них там был такой традиционный, до боли знакомый всем нам вариант с преемником. И, собственно говоря, этим преемником стал его бывший кочаряновский министр обороны Серж Саргсян, который вот, собственно, и баллотировался после Кочаряна на этот пост. Это было связано, возможно, с самыми тяжелыми и бурными протестами, потому что уже тогда в Армении, в принципе, всегда была достаточно серьезная и заметная оппозиция. Вот принципиальная разница с Россией стояла в том, что Путину в 2003 году удалось провести такую фактически спецоперацию по удалению серьезной оппозиции из парламента. И в парламенте остались всякие клоуны, типа там КПРФ, ЛДПР и прочих, которые вроде изображают из себя оппозицию, но всегда ходят под властью. В Армении это было не так. Там прям вот совсем задавить реальную оппозицию не удавалось никогда. И на выборах 2008 года, когда Роберт Кочарян уходил, а его преемник Серж Саргсян должен был вот продлить власть правящей группировки, оппозиция объединилась вокруг кандидатов в президенты, который раньше возглавлял Армению и был в свое время лидером диссидентского движения, Левон Тер-Петросян. У него там очень сильно потом упали рейтинги, но вот он вернулся как новый кандидат, попытавшийся объединить оппозицию. И было очевидно, что вот эти президентские выборы 2008 года, они были довольно серьезно сфальсифицированы, и там снова применялся админресурс для того, чтобы Саргсяну натянуть чуть выше 50% результат. Вот по итогам всех этих событий, там были очень серьезные, многосоттысячные демонстрации и протесты в Ереване, и были серьезные беспорядки, погибли люди, было 10 погибших вот в этих всех событиях. Кстати,
когда Никол Пашинян пару лет назад вот пришел к власти, одно из первых, что он начал делать, это пытаться привлечь тогдашнего президента Кочаряна к ответственности за незаконное вооруженное подавление массовых протестов и за те жертвы, которые там случились. Но, тем не менее, в 2008-м, хотя оппозиция очень серьезно выступила против, но сломать вот эту однопартийную диктатуру не удалось. Серж Саргсян стал президентом страны и вот занимал 2 срока этот пост, 2 пятилетних срока, как раз до 2018 года, когда произошло следующее. Саргсян думал, вот как сейчас Путин там у нас мутит с этими поправками в Конституцию, Саргсян думал, как фактически сохранить власть, ну вот, тем не менее, соблюдая это требование максимум 2 сроков нахождения на посту президента. Ну, что, вот первое, что приходит в голову, а давайте мы поменяем Конституцию, да, и введем, значит, слабый пост президента и сильного премьера. Я вот уйду в парламент, и моя вот эта вот карманная партия меня сделает премьер-министром. Я продолжу оставаться у власти. Собственно, те протесты, которые происходили в Армении в 2018 году, после которых и пришел к власти Никол Пашинян, в общем, они были связаны вот с этим. То есть люди были недовольны тем, что Саргсян хочет на неопределенный срок остаться у власти. Вот его после окончания президентских полномочий только что назначили премьером, но это вызвало адские протесты, и в итоге вот эти протесты оказались успешными. Но на самом деле там все вот эти годы, они, в общем, были далеко не мирными, и армянская оппозиция продолжала протестовать и активно бороться за свободу и за то, чтобы демонтировать вот эту однопартийную диктатуру Саргсяна и Республиканской партии Армении. И там были президентские выборы 2013 года, например, которые тоже сопровождались очень бурными протестами, потому что они тоже были сфальсифицированы. И кандидат от оппозиции Рафи Аванесян, бывший министр иностранных дел в 90-е, он набрал уже больше голосов, 38%, то есть реально мог быть второй тур. Он потом объявлял голодовку после этих выборов, протесты были тоже очень масштабными. Потом была серия других протестов, например, в 2015 году был просто такой очень бурный год для Армении, когда сначала в начале года случилось вот это массовое жестокое убийство в Гюмри, когда российский солдат вырезал там целую семью из 7 человек, включая маленьких детей. Это спровоцировало очень серьезные вообще вопросы в армянском обществе, а что там делают российские войска. И, конечно, это очень сильно ударило по имиджу правящей партии, которая неудачно повела себя. Она не выглядела как защитник собственного народа, а, в общем-то, как пособник иностранной армии, которая в Армении расквартирована. Потом были так называемые энергетические протесты лета 2015 года, когда очень сильно были, на 17% были повышены энерготарифы, и там вся Армения вышла на улицы. И после этого, кстати говоря, российская Интеррао, компания, контролируемая Игорем Сечиным, как раз была инициатором этого повышения, потому что они владели компанией «Электрические сети Армении». После этих протестов были вынуждены ее продать, но продать тоже недалеко, группе Ташир, которая контролируется российским бизнесменом Самвелом Карапетяном. То есть все равно Россия продолжает контролировать армянскую энергетику, но были вот эти протесты. Были протесты потом зимой в декабре 2015-го, связанные с проталкиванием Саргсяном поправок в Конституцию. То есть вот мысль в чем? Что все эти годы это вот не так просто, да, что вот как очень многие комментаторы у нас в русских соцсетях это говорят, что вот типа взяли, люди вышли на улицу и все. Люди очень много выходили на улицу, по сути дела, в течение 20 лет. Очень долго боролись с вот этой однопартийной диктатуры Кочаряна и впоследствии его преемника Саргсяна. Были жертвы, это было достаточно тяжело все, и таким образом вот здесь, если мы экстраполируем эту ситуацию на Россию, здесь очень важно понимать, что такие перемены никогда не даются легко, и общество должно дойти до какой-то точки кипения, чтобы все-таки власть пошла на попятные, потому что было много попыток власть сменить.
Были оппозиционные кандидаты на президентских выборах, были связаны с фальсификациями выборов протесты, были протесты по другим поводам, но, тем не менее, вот как-то все не удавалось и не удавалось добиться изменения ситуации. Это удалось сделать только в 2017 году. Мораль отсюда, во-первых, что, ребят, надо никогда не сдаваться и продолжать бороться за свободу, как бы трудно не было, какие бы ни были жертвы. И, возможно, на это понадобится довольно много лет. Вот нам урок Армении, он свидетельствует прежде всего об этом. Это была долгая борьба за свободу, которая далеко еще не окончена. И мы сейчас тоже поговорим об этом. Но я просто призываю наших русских зрителей, которые часто у нас русские люди любят там прям все и сразу, да. Вот дайте мне, значит, революцию завтра. Если у нас нет революции завтра, все, вы все неправильно делаете, я ухожу, там, не играю с вами, ухожу из вашей песочницы и так далее. Не так это работает, друзья. Вот урок Армении нас учит тому, что будет много лет упорной борьбы, часто с поражениями, с серьезными трудностями. Но вот молодцы армяне, что они всего этого добились. И здесь очень важно, например, сказать о роли армянской диаспоры. То есть Армения – это страна, где армянский народ в значительной степени проживает за рубежом. И Армения – это страна, где влияние диаспоры очень существенно. И мы знаем там, что очень многие представители армянской диаспоры активно поддерживали эти протесты. По сути дела, все армяне, которые проживали за рубежом, объединились, чтобы помогать тем событиям, которые в стране происходят, и помогать освобождению Армении от вот этой устаревшей однопартийной диктатуры. Вот там самые разные представители, например, вот Серж Танкян, солист рок-группы System of a Down, приезжал и активно приветствовал участников этих протестов в Ереване. Вот здесь огромная разница с тем, что мы видим в России. И наоборот, много общего с событиями, скажем, в Грузии или в Украине или в Молдове. Потому что там тоже диаспора играла огромную мобилизующую роль, активно поддерживала тех, кто протестует и борется за свободу у себя дома. В России, вот, к сожалению, мы очень рады всем тем, людям, нашим гражданам русским, которые живут за рубежом и стараются нам, оппозиции, здесь помогать, но, к сожалению, это не массовое явление сегодня. Массовое явление – это то, что люди, уехавшие из России, в основном во многом атомизированы, живут какой-то своей частной жизнью, там зарабатывают, в общем-то, не парятся на тему происходящего в России, либо, что еще хуже, начинают нас тут поругивать и давать советы, что мы как-то неправильно здесь боремся с авторитарным режимом. Вот, друзья, обратите внимание, это на самом деле важный залог успеха в борьбе за демократические преобразования. Очень трудно работать, если вам не помогает и у вас за спиной не стоит вот огромная масса там, миллионов ваших соотечественников, которые живут за рубежом, живут в развитом мире, хотели бы нести в свою страну вот эти стандарты развитого мира, которые они видят вокруг себя каждый день. Вот молодцы армянская диаспора, что оказывали такую колоссальную поддержку вот этим демократическим преобразованиям в Армении. Плохо, к сожалению, что наша диаспора в России не играет такой активной роли. Здесь есть о чем задуматься. И вот давайте все-таки посмотрим, чего позитивного Никол Пашинян со своими реформами смог добиться за прошедшие 2 года. Ну, когда мы с вами оцениваем самые разные преобразования и реформы в различных странах, вы знаете, что у меня такая традиционная привычка смотреть в динамику этих стран в очень важных различных международных рейтингах. Ну вот, например, давайте начнем с свободы. Свободу меряет у нас Freedom House в ежегодном рейтинге «Свобода в мире». И, конечно, за несколько лет виден довольно серьезный прогресс Армении. Мало стран такого прогресса добились. То есть, когда Пашинян пришел к власти, у них был рейтинг у Freedom House 45, то есть там они меряют степень политических и гражданских свобод по шкале от 0 до 100, то есть 100 это круто, это вот типа Норвегия, такие развитые демократические страны, да? И, соответственно, чем ближе к нулю, тем все больше это похоже на Северную Корею или Туркмению. И, собственно, Армения здесь довольно заметно продвинулась, у нее был рейтинг 45, сейчас 53. То есть набрала вес в плане политических свобод. И
Это означает продвижение в рейтинге где-то на 12-15 позиций. Там сложно места в этом рейтинге обсуждать, потому что у очень многих стран одинаковый рейтинг. Да? Но, тем не менее, вот и здесь прогресс очевиден. И вот вторая важная история, к которой я часто тоже отсылаюсь, это рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Он интересен не сам по себе в целом, и там Армения не очень сильно продвинулась, всего там с 70 до 69 места, но этот рейтинг разбит на порядка 150 разных позиций, по которым анализируется конкурентоспособность стран. И вот здесь видно, что по многим институциональным позициям, которые определяют эффективность работы чиновников, эффективность законодательства, возможность у граждан и бизнеса защищать свои права, вот здесь прям есть очень серьезные подвижки. И вы можете увидеть все эти вещи на экране. Это и независимость судов, и защита прав собственности, и транспарентность бюджета, и возможность использовать законодательство для защиты своих прав. Future Orientation of Government – это ориентация правительства на какие-то стратегические изменения, ориентированные на будущее. Да? Вот все эти вещи мы видим, что действительно очень серьезные шаги вперед Армения совершила. В особенности я бы отметил, вот многие из вас об этом писали, но вот Всемирный экономический форум это меряет. Burden of Government Regulation – это бремя государственного регулирования. Армения теперь вышла на 28-ю строчку в мире по дерегулированию для предпринимательства. Со стороны Международного экономического форума это очень серьезная оценка. Там, я не знаю, может быть, даже немножко авансом. Но вот они были до того, как Пашинян пришел там в 5-м десятке, а вот сейчас вышли на 28 место. Это такая серьезная оценка успеха тех преобразований, которые в Армении происходят. Единственное, вот, чего не сильно удалось пока изменить, хотя там происходят многие вещи, которые направлены на борьбу с коррупцией, но вот вы можете увидеть, что Всемирный экономический форум не оценивает борьбу с коррупцией в Армении как какую-то очень успешную. Она вот примерно как была там на 91-м месте раньше, так и осталось. И сейчас мы еще к этой теме борьбы с коррупцией вернемся. Но есть другие критерии, которые тоже показывают очень серьезный прогресс. Прежде всего, свобода прессы. Об этом говорит и Всемирный экономический форум, и в том числе рейтинг «Репортеров без границ», который оценивает свободу прессы во всем мире. Вот если в 2017 году Армения находилась в рейтинге «Репортеров без границ» на 79-м месте в мире, то в 2019 уже на 61-м. То есть, друзья мои, почти что 20 мест в плане свободы прессы. Это такой достаточно серьезный рывок. И, в принципе, 61 место в мире по свободе прессы, это, конечно, не очень здорово, но это означает уже достаточно большую свободу для работы журналистов, которые могут честно освещать то, что происходит, конкурировать друг с другом, ругать власть. И, конечно, вот, наверное, это можно считать там, едва ли не главным достижением реформ Николы Пашиняна, то, что Армения сегодня в плане возможности обсуждать то, что происходит в стране, то, что власти делают, критиковать их и соревноваться с разными точками зрения на происходящее. Армения – это сегодня достаточно свободная страна, которой она не была еще несколько лет назад. И, конечно, Пашиняну и его правительству за это стоит сказать огромное спасибо. То есть выводы состоят в том, что институциональные успехи Армении за эти 2 года, они довольно очевидны и, в общем, признаются международным сообществом. Но здесь, дорогие мои, не все так просто, потому что институты – это такая почва, на которой может что-то полезное, приятное, зелененькое вырасти, да? Но сами по себе институты вы есть не будете. Да? То есть они создают просто некую рамочную среду для того, чтобы росла экономика, для того, чтобы развивалось общество, повышался уровень там, образования, состояние здоровья, работоспособность людей и так далее. Да? Но вот как бы институты создают такие базовые условия для этого. Но на всем этом должно что-то расти. Должны приходить инвестиции, должны создаваться новые рабочие места. Капитал должен работать на экономический рост и развитие. И вот здесь пока что здесь есть большая проблема, все это не очень заработало, и мы сейчас вам
Объясним почему. Но вот если переходить к экономике, то, например, такой неприятный, скажем, звоночек, если говорить о других международных рейтингах. Вот вышел свежий рейтинг 2020 года, главный рейтинг в мире, который составляет Pricewaterhouse, и он оценивает сравнительный уровень налоговой нагрузки между странами. Вот Армения там показана в числе одной из немногих стран, где в последние годы, они там меряют по 2018-му, заметно выросла налоговая нагрузка. Вот вы сейчас это видите на экране. И в целом, вот если вы почитаете про реформы Пашиняна за последний период, то основное, чем они гордятся, это сокращение размеров теневой экономики, вывод ее из тени. Но в значительной степени это было достигнуто, в общем-то, за счет, там Пашинян любит рекламировать себя как главным борцом с олигархами. Там действительно многие компании, принадлежавшие олигархам, имели налоговые льготы. Вот этот рост налоговой нагрузки, который Pricewaterhouse фиксирует, он во многом связан с отменой льгот по налогу на прибыль для каких-то олигархических компаний. Но, тем не менее, некий рост фискальной нагрузки, рост доходов бюджета, вот Пашинян обещал увеличивать доходы бюджета примерно на 30%, и это, в общем, получается, то есть в первый год его правления бюджетные доходы увеличились на 30%, там, в прошлом году на 20%, и, по сути дела, это во многом связано с выводом экономики из тени, но, с другой стороны, вывод экономики из тени – такая правильная штука, да? Но это сопровождается определенным ростом налоговой нагрузки. То есть, вот они хвастаются тем, что мы увеличили доходы бюджета. За счет чего? За счет того, что теперь, в принципе, армянская экономика платит побольше налогов, что фиксирует рейтинг Pricewaterhouse. Вот не то, чтобы это было неправильно. Отмена льгот для олигархов, это было правильно делать, и вывод экономики из тени тоже совершенно правильная цель, да? Но, тем не менее, мне кажется, что здесь важно понимать, что вы должны создавать привлекательные условия для инвесторов. И, конечно же, вот любые шаги, которые связаны с увеличением налоговой нагрузки, они инвесторов, скорее всего, будут отпугивать. Вот я хочу сказать, например, неприятные заголовки первых 2 лет правления Пашиняна состоят в том, что прямые иностранные инвестиции в Армению сокращались. Причем сокращались довольно серьезно. Например, в первом квартале прошлого года это было более 90% сокращения притока прямых иностранных инвестиций. И сейчас он составляет, в общем, не просто ничтожную величину, но, давайте честно скажем, 2/3 в притоке иностранных инвестиций в Армению сегодня – это инвестиции из России, из одной страны. Приходом международных инвесторов в Армению после установления власти Никола Пашиняна, в общем-то, не зафиксировано. Поэтому мы видим, что серьезные попытки улучшить институты, бороться с коррупцией, повысить прозрачность бюджета, вывести экономику из тени. Все очень хорошо. Но масштабного притока инвесторов, которые могли бы создавать новое производство, создавать новые рабочие места, двигать экономику вперед, к сожалению, мы этого не видим. И вот, например, вы, может быть, видели заголовки такие достаточно бравурные. Армения действительно на бывшем советском пространстве в прошлом году стала лидером по темпам экономического роста. Более 8% составил рост ВВП. Действительно такая очень весомая цифра. Вот нам, к сожалению, в России, это возможно, если бы Навальный был бы президентом, но нам, к сожалению, в России пока при Путине о таких цифрах даже мечтать не остается. Да? Это очень серьезная цифра роста экономики, но если мы посмотрим чуть глубже, то все оказывается далеко не так благополучно, потому что давайте просто разберемся, вот этот рост, он берется от чего? Вот что росло в армянской экономике в прошедшие пару лет сильнее всего? Друзья мои, сильнее всего рос экспорт армянских товаров в Россию. Рост в 2018 году составил 22%, в 2019 30%, более 30% составил рост армянского экспорта в Россию. При этом Россия остается доминирующим торговым партнером. Посмотрите просто на графике, видно, что никто не может с Россией сравниться. Она контролирует примерно треть армянского
товарооборота и, по сути, в значительной степени вот тот экономический рост, который мы видели в последние годы, он был связан просто с тем, что Армения увеличила экспорт товаров в Россию. Притока инвестиций особо мы не видели. А наоборот, вот цифры прошлого года показывают резкое сокращение притока прямых иностранных инвестиций в страну. Мы не видели каких-то фантастических успехов там, в реформах госсектора и в повышении производительности. Мы не видели успехов в диверсификации направления экспорта и выходе на другие рынки. Вот это то, чем активно занимались, например, та же Грузия и Украина после того, как объявили курс на европейскую интеграцию, и Путин на них страшно разозлился. Они очень сильно диверсифицировали свой экспорт и теперь торгуют со многими странами, экспортируют свою продукцию реально во многие страны. Россия там давно ушла с доминирующих позиций. К сожалению, вот эта внешнеторговая картинка Армении, ну что, страна маленькая, населения там немного. Если вы хотите обеспечить экономический рост, на чем? На выходе на внешние рынки. Вот это как бы единственный вариант, здесь это надо понимать. Других как бы вариантов нет. Да? И вот мы видим, что здесь с этим сохраняется такая большая серьезная проблема, потому что Армения полностью зависима от России. Она вот еще при Сарксяне вошла в Евразийский экономический союз, и понятно, что сегодня рассматривает Россию как главный рынок сбыта для своей продукции. Там, если вы спросите, а что за позиции они экспортируют, ну, это, конечно, в основном потребительские товары. В лидерах в 2018-2019 году по приросту экспорта там были одежда, ювелирка, когда-то алкоголь, да, то есть все, в общем, вещи, которые мы в принципе, знаем, и много вещей, много там, продуктов армянской промышленности у нас здесь можно встретить. Там пищевая продукция и так далее. Да? То есть, вот эти все позиции, они в совокупности дают очень серьезный рост экспорта в Россию. И вот надо понимать, что это было ключевым фактором вот этих рекордных темпов экономического роста в Армении. И таким образом борьба с коррупцией, борьба с теневым сектором, прозрачность бюджета, это все, конечно, очень хорошо. Но драйвером роста является только рост экспорта в Россию преимущественно. И, в общем, на мой взгляд, это такой достаточно слабый и неустойчивый путь развития. Вот мы сейчас поговорим немножко о том, а есть ли какие-то альтернативы, и пытается ли Армения что-то сделать, чтобы от вот этой огромной зависимости от Путина и российского рынка хоть как-то отвязаться. Ну, во-первых, вот вопрос, а почему вообще такая зависимость от России? Здесь, конечно же, на мой взгляд, главной причиной является вот такая неприятная внешнеполитическая обстановка вокруг Армении. Они, с одной стороны, окружены двумя странами, с которыми они очень серьезно враждуют. С одной стороны, у них есть Турция, с которой, в общем, исторически была вражда, и больше 100 лет назад Турция осуществляла геноцид армян, давайте вот называть вещи своими именами, да. А с другой стороны, у них Азербайджан, ну, что я буду вам объяснять? Я думаю, вы прекрасно все знаете про отношения между армянами и азербайджанцами, у них была война, у них есть неурегулированная проблема Нагорного Карабаха, о которой мы тоже сейчас несколько слов скажем. И вот таким образом, вот то, что Армения находится в этом враждебном окружении, но ее толкает к тому, чтобы поискать какого-то большого союзника, соседа, который, если что, ее защитит. Я, честно говоря, вот не уверен, что на Путина в этом смысле можно хорошо рассчитывать, что он кого-то защитит. Но, тем не менее, вот традиционно Армения, с одной стороны, ориентировалась на Россию как на вероятного защитника во всем этом враждебном окружении. А с другой стороны, у Армении довольно сложные и натянутые отношения со странами Запада. Вот ровно по этой же причине. Потому что Запад традиционно видел союзника и в Турции, и в Азербайджане. Ну, а здесь дальше работает принцип «враг моего врага мой друг», да, и наоборот. И, в общем, Армения ищет в итоге себе союзников как раз по вот этой оси, там, а кто дружит или не дружит с Азербайджаном и Турцией. И вот здесь, кроме России, например, возникает такая история, как давние и довольно тесные отношения с Ираном, в том числе и экономические. И в частности, например, из-за этого у Армении в нулевые годы очень сильно обострились взаимоотношения с Соединенными Штатами, потому что вот
потом показали выбросы документов Wikileaks, американцы очень серьезно разозлились на Армению, что она выступала таким скрытым каналом контрабандных поставок оружия в Иран в обход американских санкций. Таким образом, вот то, что Запад дружит с Турцией и Азербайджаном, ну, как бы там, вынуждает ли это второй вопрос, то есть всегда есть выбор, да. Но вот Армения всегда делала выбор, как-то, поскольку у нее такие вот враги рядом, да, она как-то больше прислонялась к России и Ирану. Вот здесь надо понимать одну простую вещь, что когда вы дружите с Европой и двигаетесь в сторону Европы, то вы получаете демократические институты, свободу прессы, свободу политической системы. Получаете доступ на огромный, там, крупнейший в мире рынок. В Евросоюзе, я напоминаю, живет 500 миллиарда человек. Это самое богатое, возможно, население в мире, огромный рынок и так далее. Да? Когда вы делаете ставку на дружбу с путинской Россией, что вы получаете? Такой риторический вопрос. Просто задумайтесь об этом. Да? Ну и, конечно, здесь Путин за все эти годы, вот, понимая эту сложность, в которой... геополитическую сложность, в которой Армения находится, он опутал Армению очень серьезными такими стременами самых разных рычагов контроля. При этом вот к вопросу, почему, например, инвестиции не идут, да, вот скажем, если посмотреть на другие республики бывшего СССР, которые находятся в европейской части территории, то вы увидите, что Армения наряду с Россией и Белоруссией, она одна из худших по части достигнутого уровня европейской интеграции. Ну, то есть, там, в отличие от Грузии, Украины или Молдовы, у нее нет соглашения, не то, что нет соглашения об ассоциации с ЕС, но и переговоры по такому соглашению не ведутся. Переговоры по зоне свободной торговли с Евросоюзом Армения не ведет вообще. То есть, у нее нет никаких даже позывов вот, обеспечить себе какой-то экономический рывок и движение в развитый мир за счет интеграции с Европой. Ну, вот мне трудно оценить, почему это происходит. Я бывал в Армении, задавал этот вопрос, и там много разных версий от того, что вот мы вынуждены прислоняться к России, чтобы защитить себя. Россия эту евроинтеграцию не очень любит, там мы не можем ссориться, потом есть какая-то обидка на Евросоюз за хорошие теплые отношения с соперниками Азербайджаном и Турцией. Ну, много всего такого можно услышать, но, на мой взгляд, это ключевая стратегическая ошибка для Армении, что она официально не декларирует курс на европейскую интеграцию как ключевой внешнеполитический и экономический курс, который в том числе и мог бы экономику серьезно двинуть вперед и вот дать инвесторам уверенность. Ну, понимаете, вот еще раз, вот инвестор, да, он смотрит, вот где мне построить производство, вот в Грузии или в Армении соседней, да, и он вот видит, что помимо всего прочего, при прочих равных, у Грузии есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Там совершенно очевидно будет развиваться пространство свободы торговли. То есть товары, которые вы будете производить в Грузии, будут возиться беспошлинно в Евросоюз, да. И Армения. Что есть у Армении? Они несколько лет назад подписали с Евросоюзом что-то там. Я даже не помню, это там, как мы тут шутили с ребятами, когда готовили эту передачу, такое соглашение о взаимном респекте и уважухе. Да? Вот, ну, наверное, так это можно название интерпретировать. Но никакой серьезной базы для будущей интеграции рынков и гармонизации законодательства у Армении с Евросоюзом нет. Это оставляет, в общем, ее один на один с вот этим большим евразийским хищником, который сидит в Кремле. И, на мой взгляд, создает такие очевидные барьеры для развития. Потому что, вот, уважаемые армяне, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Ну, мы тут в нашей передаче называем все вещи своими именами, как они есть. Да? Ну, такая отсталая евразийская страна, которая не имеет никаких политических, экономических связей с Европой. Ну, пойдут туда инвесторы. Вот еще даже мы не обсуждаем все там конфликты, там военные, напряженность в отношениях и прочее. Просто вот хотя бы вот эта вещь. Да. То есть вот у соседней Грузии соглашение об ассоциации есть, а у Армении нет даже переговоров ни о чем. Ни свободы торговли, ни ассоциации, ничего. Да. И, к сожалению, вот, на мой взгляд, серьезная ошибка Никола Пашиняна состояла в том, что он
отмежевался вот от этого курса на евроинтеграцию, он прямо сразу сказал, что типа у нас нет цели вступления в Евросоюз, и мы вот состоим в Евразийском союзе. Кстати, когда Пашинян был депутатом парламента от оппозиционной партии ЕЛК, он довольно критически высказывался о Евразийском союзе, но, видимо, поменял свое мнение, потому что стал уже лидером страны, которая очень сильно зависит от России. Он прекрасно знает, как Путин может сделать ему козу, да? И он прекрасно понимает, что для Путина является самым главным адским раздражителем. Это вот эта евроинтеграционная риторика, за которую пострадали и Грузия, и Украина, и Молдова, и другие. Да? Он не хочет раздражать этого огромного хулиганского медведя, да, вот, и пытается провести, прежде всего, внутренние реформы и не раздражать ситуацию еще такой внешнеполитической какой-то дестабилизацией и рисками. Но, наверное, вы знаете, это не мне судить, но, честно говоря, вот если так строго, хладнокровно, объективно на это смотреть, то это большая ошибка. Потому что борьба с коррупцией, расчистка олигархической зависимости, теневой экономики, повышение прозрачности, да, это все, ребят, очень хорошо. Создание каких-то благоприятных условий для малого бизнеса. Это действительно все хорошо. Это правильные и важные вещи. Но у этих вещей есть свой предел. Успешное развитие в мире определяется вашей интеграцией с мировым рынком, мировой экономикой и с развитыми странами. Это главный залог успеха, если вы посмотрите на все, что вы наблюдали в мире в последние 30-40 лет, то вы увидите вот элементарнейшую вещь, что страны, которые добивались серьезного большого успеха, добивались этого за счет интеграции с развитым миром и в целом участия в международной какой-то кооперации. Вступление в Евросоюз, приток иностранных инвестиций, либерализация торговли и выход на международные рынки. Вот только так можно дать своим гражданам серьезный экономический рост, рост благосостояния и так далее. Вот эти все внутренние меры, они, конечно, очень важные, вот, которые делает Пашинян. Но Армения в международном плане остается таким очень замкнутым, изолированным игроком, который даже не делает попыток интегрироваться с близлежащим огромным европейским пространством. И, в общем, к сожалению, по всем параметрам критически зависит от России. В этом смысле я вот хотел сказать вот что, к сожалению, несмотря на то, что действительно есть за что похвалить новое армянское руководство и лично Никола Пашиняна, тем не менее, вот печальная страница истории состоит в следующем, что вот все эти меры, видно, что у них там просматривается определенный внутренний предел, а дальше мы упираемся во что? Мы упираемся, что Пашинян со всей этой своей новой властью в общем-то находится в тисках и в заложниках у Путина по целому большому ряду позиций. Ну вот смотрите, давайте теперь просто объемно взглянем, насколько за эти 2 года Армения смогла или не смогла хоть как-то двинуться в сторону международной самостоятельности, политической самостоятельности, экономической самостоятельности. Или она, к сожалению, в общем, продолжает оставаться игрушкой в руках Путина. Ну, вот смотрите, мы рассказывали вам про внешнюю торговлю. Россия абсолютно доминирующий партнер в экспорте и в импорте. Например, по импорту топлива Армения полностью зависит от России, и нет никаких попыток создать независимую энергетическую политику и все это дело диверсифицировать. Просто нету, да. Дальше, в военном отношении Армения входит в договор коллективной безопасности, штаб-квартира которого находится в Москве, и полностью зависит от Путина. Отношения со странами Запада, ну давайте вот говорить откровенно, они довольно прохладные. То есть они есть, все это как-то развивалось, да, но тем не менее вот из-за того, что Армения рассматривается как вот этот большой и верный региональный союзник путинской России, ну есть серьезная прохлада со стороны развитых стран, ну и в частности, например, вот Армения, я извиняюсь, за каким-то чертом послала вместе с Путиным свою гуманитарно-техническую, как они говорят, ну фактически военную миссию в Сирию. И вот Никол Пашинян, новый лидер Армении, он говорит, что да, типа, это классно, что мы присутствуем в Сирии, будем даже это присутствие расширять. То есть они, по сути дела, помогают кровавому режиму Асада и Путину, которые творят там все эти военные преступления и черти что. Ну, давайте вот называть вещи своими именами, да. Что Армения делает в Сирии?
Ну, весь мир называет Асада кровавым диктатором, открыто, да. Но Армения послала туда вот свою эту гуманитарно-техническую миссию, фактически этому режиму пытается как-то помогать. На отношения с Западом это позитивно, конечно же, не влияет. Ну, дальше что? Там 2/3 прямых иностранных инвестиций в Армению из России. Ключевые армянские активы контролируются российскими предпринимателями. Вот те же электрические сети и станции. Раньше это был Сечин и Интеррао. Ну, после вот армянских протестов они это дело продали. Сейчас это контролирует Самвел Карапетян. Но тем не менее. Да. То есть, вот просто куда ни кинь взгляд, экономическая, военная, инвестиционная зависимость, контроль над стратегическими активами, к сожалению, вот просто по всем параметрам, по всему периметру, по которому мы видим обзор, да, Путин полностью контролирует ситуацию в Армении, и поэтому вот то, что Пашинян делает, конечно же, ну, у него, во-первых, есть определенные ограниченные возможности, как мы говорили, для того, чтобы Армению вывести на какой-то новый уровень роста и развития. Во-вторых, это определяет такую базовую стратегическую слабость. То есть вы видите, что с российской экономикой-то происходит. Она уже почти 12 лет не растет. Сейчас еще вот из-за этого нефтяного кризиса и коронавируса и замедления мировой экономики еще и начнет падать. А Армения строит очень серьезный вот расчет на Россию как на экспортную нишу, чтобы продавать армянские товары. Ну, то есть они вот за этим как бы и вступили в этот пресловутый Евразийский экономический союз, вот хотят получить доступ на российский рынок. Но там рынок-то сжался до невероятных пределов, никуда не растет. Сейчас в связи с новой девальвацией рубля еще начнет падать. Ну, то есть вот ставка на путинскую Россию как на драйвер роста, ну, ребят, ну вот согласитесь, что это такая штука довольно слабая. Ну и политически. Я уверен абсолютно, что Путин очень сильно разозлился на Пашиняна вот как раз за то, что Путин больше всего не любит. Когда диктатуру сменяют через народную революцию. Ну, для Путина это просто Кощеева смерть, вы понимаете, да? И, конечно, там они улыбаются друг другу, происходят все эти обнимашки на саммитах, но, тем не менее, я уверен, что Путин готовит в привычном стиле для него, готовит спецоперацию по Армении, чтобы либо Пашиняна попробовать завербовать и сделать из него очередного такого князька-диктатора, которого Путин полностью контролирует, либо его сменить. Здесь вот внутриполитически надо сказать, что там не без туч над головой. Многие бывшие соратники Пашиняна уже от него отвернулись. И, в общем, он проходит через такую обычную стадию, когда какой-то серьезный реформатор, пришедший к власти на волне народной революции, через какое-то время сталкивается там с падением рейтинга, с серьезной политической оппозицией, там, с заговором старой номенклатуры, которая, поверьте, там много где осталась, очень влиятельной, и, конечно, хочет Пашиняна убрать. Я абсолютно уверен, что Путин будет в этом участвовать, да, поэтому вот еще раз, эта зависимость от Путина для Армении довольно критичная. И, конечно, приятно смотреть на какие-то позитивные внутренние реформы, которые Пашинян делает. Действительно привел в порядок госуправление, госфинансы, действительно назначил в парламенте комиссию по коррупции, которую возглавляют, кстати, представители оппозиции, что очень важно. Вот для прекрасной России будущего нам обязательно надо взять эту формулу, что у нас парламентский контроль за госорганами и за коррупцией всегда должна осуществлять и играть там первую скрипку оппозиция. Вот те, кто против действующей власти, их надо запустить во все государственные финансы и активы, чтобы они могли контролировать и выносить все это наружу. И вот Пашинян здесь абсолютно правильные вещи делает в этом плане. Но все это, знаете, вот напоминает, как он немножечко где-то в мышеловке все эти реформы проводит. А снаружи мышеловки сидит такой большой и хищный медведь, который так вот как-то посматривает на это все дело, да, но, в общем, вот понимает, что там свобода передвижения ограничена вот этими масштабами клетки, да, в которой все эти реформы делаются. К сожалению, вот без попыток выйти во внешний мир, стать самостоятельным субъектом и прежде всего, конечно, сделать естественную ставку на интеграцию с Европейским Союзом, ну вот Армения продолжает вариться вот в этом собственном соку. Это еще будет увеличивать дополнительно зависимость от Путина. Как мы уже говорили, вот этот весь бурный экономический рост во многом связан с ростом экспорта в Россию. Зависимость увеличивается. Никаких шагов в сторону евроинтеграции нет.
Вы знаете, вот я не хочу делать плохих прогнозов, но на чуть более длинном интервале есть все основания просчитывать такой плохой сценарий, когда все это дело плохо кончится. Когда все эти реформы будут сметены неким реваншем, придет какой-нибудь там условно, не знаю, там Янукович, Плохотнюк, Бедзин и Иванишвили, ну, в армянском варианте. И, в общем, все то, что Пашинян делал, очень быстро откатит назад, вернет власть олигархии, потому что пойти-то больше некуда. Потому что Армения не смотрит в Европу, она смотрит только на путинскую Россию, и это, на мой взгляд, большая ошибка. Важная вещь, конечно, о которой мы не можем не поговорить, это конфликт вокруг Нагорного Карабаха, застарелый армяно-азербайджанский конфликт, которому вот уже там 30 лет. Я не очень рад этому, потому что страсти накалены вокруг всего этого дела, и мне сейчас, конечно, достанется с обеих сторон, то, что я буду говорить, там, возможно, не понравится ни армянской, ни азербайджанской стороне. Я хотел, знаете, что сделать? Я хотел вам показать фрагмент дико интересной, просто невероятно интересной дискуссии, которая состоялась на недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности напрямую между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы дадим фрагменты наиболее интересной этой дискуссии субтитрами в конце нашей передачи. Но в описании к этому видео вы можете найти ссылку на полную трансляцию. Те, кто понимает по-английски, кстати, оба очень хорошо по-английски говорят, молодцы. И вот если вы хотите понять, где находится сейчас армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, то вы сможете там это увидеть, но, грубо говоря, в тупике. Там какого-то большого прогресса нет, потому что они... Ну, по сути, весь этот час дискуссии, там, или 45 минут, они друг друга подкалывали. Причем подкалывали часто смешно, да, как говорит Пашинян. Вот, говорит, когда бывший правитель Армении, древней Армении Тигран вел переговоры с римлянами, с Римской республикой, с Римской империей, я, говорит, что-то не помню, чтобы в то время существовало какое-то государство под названием Азербайджан. Ну, а Ильхам Алиев ему на это отвечает, что говорит: слушайте, а вот вы говорите, что это ваша такая исконная традиционная территория, а что, говорит, вы не перезовете столицу Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, и не вернете ей историческое название, потому что Степанакерт назван в честь бывшего коммунистического большевистского вождя Степана Шаумяна, соратника Ленина, да, которые вместе с ним творили вот эту всю так называемую революцию, и их, в общем, не любят нигде, и в Армении в том числе. Ну, говорит, а что вы, говорит, не перезовете Степанакерт и не вернете ему историческое название? А потому что, говорит, историческое название у Степанакерта — это Ханкенди, это азербайджанская деревня, да, она была преимущественно населена армянами, но, тем не менее, вот этот исторический спор, он, ну, видно по этой дискуссии, что он, в общем, не такой простой, как видится двум сторонам. И я здесь могу сказать свою точку зрения на этот конфликт следующую. Во-первых, друзья мои, вот я всегда, вы можете там отследить все эти мои выступления в последние 20 лет. Я всегда был последовательным и жестким противником пересмотра постсоветских границ. Да, эти границы часто были большевиками нарисованы неправильно, произвольно, не учитывая какие-то особенности. Но, как мы видим на примере конфликтов, там, например, России с ее соседями, пересмотр этих границ – это ящик Пандоры, который нельзя открывать. Все эти проблемы должны решаться какой-то там взаимным движением в Европу, европейской интеграцией. Вот сейчас, как, например, там Сербия и Косово, скажем, ведут переговоры по обмену территориями, которые там населены преимущественно компактно албанцами и сербами, потому что обе страны так или иначе двигаются по пути евроинтеграции, и хотят, их это мотивирует вот эту проблему решить. Вот, на мой взгляд, как раз евроинтеграция является решением для всех этих конфликтов, а вот это вот не пяди родной земли, вот здесь живут люди, которые говорят тоже на нашем языке, поэтому мы кусок этой земли забираем. Вот, ребят, понимаете, я не вижу, почему здесь делать исключение. Потому что если мы делаем исключение, то получается Донбасс, получается Крым и все вот эти сюжеты, которые мы с вами очень хорошо знаем. Да? Поэтому, на мой взгляд, я, конечно, хотел бы видеть Армению и Азербайджан, первое, идущих по пути демократии и европейской интеграции.
И второе, которые вот на этом пути движения в Европу уже решали бы, как быть с этой территорией. Там понятно, что там адский клубок конфликтов. Вот, на мой взгляд, это был бы предпочтительный сценарий. Реальный сценарий такой, что никто из них ни по какому пути евроинтеграции не движется. И вот они, значит, не просто меряются постоянно, вот как вы сейчас увидите, Пашинян с Алиевым, у кого там круче, больше, длиннее там, и так далее, и кто имеет больше прав, и кто лучше знает историю. Но там происходит еще и в Армении, и в Азербайджане постоянно какое-то вот нагнетание вокруг этого вопроса. То есть там, вот, может быть, там Пашинян какие-то шаги бы хотел бы сделать, да. Но там все, вот я извиняюсь, надрачивают своих политиков вот на эту тему. Как вы знаете, как у нас происходит по Крыму. Типа вот с этим абсолютно идиотским вопросом, там, чей Крым. Вот, друзья, это идиотский вопрос. Потому что мы все прекрасно знаем, что с Крымом происходит. Да? И попытка упростить, значит, вот всю ситуацию с Крымом до двух слов, значит, одно из 3 букв, другое из 4, ну, это как бы просто невероятное, неприемлемое упрощение вот этой всей ситуации, да. Такая же самая история здесь, что вот любой политик, который начинает чего-то говорить про какие-то возможные уступки в переговорах, он сразу становится там персоной нон-грата и в Армении, и в Азербайджане. Я вот в Азербайджане, мне вообще ужасно не понравилось, я был там несколько лет назад. И они так очень серьезно вот говорят, и в таких приватных разговорах азербайджанские политики прям типа хвастаются и вот грудь себе выпячивают, значит, мы готовы к военному решению карабахской проблемы. Мы типа инвестировали в армию, модернизировали и все. Вот, ребят, какое к чертовой матери военное решение? Вот я считаю, что вся мощь международного сообщества должна быть направлена просто на то, чтобы типа, ребят, вот давайте сразу договоримся, никакого военного решения. Да? Просто это неприемлемо. Любой, кто предлагает по таким конфликтам военное решение, сразу, в общем, получает в свой адрес серьезные санкции. Ну и вообще, вот то, что вы сейчас увидите, вот этот фрагмент дискуссии Алиева с Пашиняном по Карабаху, очень важный момент. Алиев там говорит, типа, верните нам эту территорию, у нас в Азербайджане уважают права меньшинств, будете у нас национальным армянским меньшинством внутри, и все будут ваши права соблюдать. Вот минуточку, вот я дико извиняюсь, да, но Азербайджан это диктатура. Одна из худших диктатур в мире. Со всеми самыми там нижайшими адскими местами во всех рейтингах гражданских свобод, там, прав человека и так далее. Товарищ Алиев, о каких правах меньшинств вы говорите, о чем вообще речь? Мне кажется, что в принципе никакой постановки там о правах на эту территорию, пока Азербайджан остается такой адской диктатурой, не может быть. Но, тем не менее, вот еще раз, это не нам подсказывать армянам и азербайджанцам, как эту ситуацию решать. На мой взгляд, я вижу здесь единственный выход. Когда и одна, и другая страна все-таки будут серьезно настроены вместо вот этих евразийских игрищ все-таки на интеграцию в Европу. Это будет их стимулировать, в том числе и в более мягком формате говорить о решении карабахской проблемы. Это же снимет и определенные какие-то вот такие наиболее жесткие напряжения, которые существуют сегодня, потому что когда все вместе двигаемся в одну сторону по пути европейской интеграции, мы вам делали отдельную передачу про бывшую Югославию и говорили о том, что вот кто большой добрый слон, который пришел и помирил все это дело, это Евросоюз. Они кроваво воевали между собой в 90-е годы, а здесь вдруг раз возникла перспектива присоединения к Евросоюзу, и помирились самые застарелые соперники. И мы видим, что уже и нормализуются между ними отношения, их президенты и премьеры там друг к другу с визитами ездят, подписывают соглашения о развитии связей, и все вместе движутся в Европейский Союз. Мне кажется, что единственный путь для решения карабахской проблемы — это вот этот. Ну и в заключение, я хотел, вот суммируя, на несколько слов сказать по поводу тех преобразований, которые в Армении происходили при Николе Пашиняне. Конечно, это здорово. Это такой очень редкий, яркий пример, когда весь народ вышел, по сути дела, на улицы и потребовал у диктаторской однопартийной власти свободы.
сменяемости власти, нормальных демократических институтов. И она была вынуждена пойти на попятный. И, как вот нам всегда говорят, когда происходит демократическая революция, то это всегда хаос, нестабильность. Нужен какая-то сильная рука, сильный лидер. Да? Как вот Путина сейчас спросили, он там типа, сменяемость власти может быть когда-нибудь, когда мы подкопим жирку. Вот очень важный вывод из преобразований, которые делает в Армении Никол Пашинян сегодня, это то, что демократическая власть, приходящая на смену диктатуры, это не хаос, а это может быть очень серьезный успех. Это может быть очень серьезная позитивная перестройка институтов. Это могут быть высокие темпы экономического роста. Вот не как мы в России здесь обсуждаем, у нас будет 1,3 или 1,5. Или может сейчас вообще со всем этим крахом рубля там в минус уйдем. Да? А серьезные большие темпы экономического роста, мобилизация внутренних резервов и так далее. Все это возможно. Я уверен, что это будет и в будущей демократической России. Но вот здесь два слова как раз о том, что связано вот с нашей собственной российской ситуацией, с перспективами демонтажа диктатуры у нас в стране. Мы говорили уже об этом в передаче про Среднюю Азию, которую делали несколько выпусков назад. И, к сожалению, путинская диктаторская Россия остается гарантом несвободы и отсутствия каких-то позитивных преобразований вот во всем этом центральноазиатском регионе. Пересмотрите эту передачу. Похожая ситуация на самом деле и в Армении. Учитывая вот эти вот традиционные массивные связи и интеграцию Армении с Россией, видимо, для того, чтобы добиться окончательного успеха, стать не просто свободной, но и развитой и процветающей страной, видимо, собственных преобразований будет недостаточно. Я думаю, что здесь очень важна вот эта вот новая волна демократических перемен, которая обязательно пойдет на всем постсоветском пространстве, когда Россия, наконец, будет свободной. Я думаю, что если этого не произойдет, то любые преобразования Пашиняна, они так и останутся неоконченными. И, к сожалению, вот при отсутствии каких-то шагов в сторону европейской интеграции, наоборот, есть большие риски отката назад, что Путин там совершит какую-то спецоперацию и в итоге приберет Армению снова под контроль и отомстит Пашиняну, который сверг его дружка-диктатора несколько лет назад. Да. Вот все такие угрозы таких сценариев остаются. Повторю, что каким-то гарантом движения в другую сторону была бы европейская интеграция. К сожалению, Пашинян вот на эту тему никаких серьезных шагов не предпринимает и отказался от такого вектора политики. Мне кажется, это ошибка, но армянам виднее. И в любом случае давайте их поблагодарим за борьбу за свободу, которая, к сожалению, не обошлась без жертв. И несмотря на все вот эти трудности, о которых я вам рассказал, пожелаем им дальнейших успехов. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой канал, слушайте наши подкасты, обязательно донатьте нам на продакшн. Производство всех этих передач – это дело не бесплатное. И мы увидимся с вами через неделю и поговорим о самом горячем срезе всех важнейших текущих международных событий. Обнимашки с диктаторами.